Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем делать очередное шедевральное блюдо. Ужин для семьи. Вот такой вот, ребята, у нас сегодня будет ужин в кругу семьи. По-простому. Мясо с картошкой. Все это будем делать в собственном соку, без грамма воды. Ну, начнем, как всегда, с мяса. Поставили сотейник на огонь. Сейчас нарежем мясо. Я вам покажу, будет нарезка шайбами мяса, тонкими шайбами. Так оно будет мягче и быстрее приготовится. Как всегда, я беру голень, говяжью голень. Там много соединительной ткани. Я очень люблю это мясо, ребята. Друзья, прежде чем мы будем нарезать наше мясо, давайте хорошо нагреем наш казан, чтобы он был горячий-горячий. На самый мощный огонь. Значит, мясо мы порежем шайбами, чтобы оно быстрее приготовилось. Видите, это у нас говяжья голень, много очень коллагенной ткани. И жаркое получается ароматное и вкусное. Друзья, вот на такие шайбочки мы порежем. Вот так, я думаю, хватит. Вот такие аппетитные кусочки, ребята, у нас с вами получились. Друзья, и пришло время посмотреть наш казан, как он нагрелся. Добавим туда, конечно, масло. Примерно 3 столовые ложки, ребят. Дадим ему возможность нагреться, масло, и будем забрасывать мясо. Ну вот, ребята, масло нагрело и запахло. Пошел дымочек. Давайте будем укладывать наше мясо на зажарку. Видите, как оно у нас. Как вы знаете, я люблю мужские большие куски. Желательно мясо ложить одним слоем, ребята, чтобы хорошо прожарилось. Давайте прикроем крышечкой, сохраним тепло. Ребята, это блюдо делается все в одном казане и практически одновременно все бросается, кроме мяса. Мясо нужно закрыть с двух сторон. И много-много лука, для того, чтобы лук дал свой сок, и чтобы мясо томилось в этом соке. Нам не нужна сильная зажарка мяса. Вот это вот будет достаточно. Видите, ну, тем более уже начало прижариваться. Отлично. Видите, мясо начало уже прижариваться. Отлично. Уже какой запах пошел. Мясо с маслом. Жареная говядина. Ну вот, пусть на себе прижарится еще с другой стороны. А мы тем временем, ребята, нарежем с вами много лука. Лук можете резать как вам удобно. Можете четверть кольца, можете мелко, можете кольцо, как вам удобно. Но желательно мелко, потому что он будет томиться, и лук будет быстро превращаться в соус. А лук в этом блюде надо много.
Вот, друзья, лук мы распустили. Сейчас посмотрим мясо. Если мясо готово принять лук, будем забрасывать лук, ребят. Ну, а мясо наше готово принять лук. Видите, какая красота. Вот теперь, друзья, давайте отправим лук. Ну и нарежем, сразу же нарежем и лук-порей. Ребят, сразу же нарежем лук-порей. Вот так. И добавим к нашему блюду. Друзья, дадим немножечко прогреться луку. Я обычно люблю добавлять немножко соль на лук, чтобы легче ему было пустить сок. Давайте присолим немножко лучок. Так он быстрее отдаст свой сок. Все. Друзья, и недолго. Буквально 5 минут. Друзья, мы должны беречь нашу воду, нашу жидкость нашего блюда. Пока это все здесь тушится, давайте нарежем морковку. Морковку можно нарезать кружочками, можно нарезать по диагонали. Ребят, как вам удобно? Это не принципиально. Только чтобы кусочки не были слишком маленькие, потому что это все будет томиться. Также мы взяли батат. Также мы разрежем его таким же размером, как морковка. Такими вот кусочками большими мы нарезали вот батат, видите, и морковочку. Только не мельчите, потому что когда вы будете это все в конце тушить, чтобы оно не развалилось, а блюдо получится обалденное. Давайте посмотрим, что с нашим лучком. Запах уже обалденный. Кстати, какая-то красота. Как говорят, красота неземная, ребята. Класс? Красиво? Ну, будем беречь сок, ребята. Воду. С утра вроде бы было ничего. Был немножко ветерочек, но не было туч. Сейчас туч, кстати, какое небо. Такое впечатление, что вот-вот пойдет ливень. А мы на полпути приготовления нашего блюда. Но не будем отвлекаться, ребят. Посмотрим, что у нас на столе делается. И будем сейчас добавлять наши специи. А какие специи, я все вам напишу в описании под роликом. Давайте, ребята, сейчас добавим. Сейчас мы добавим немножко чесночок. Друзья, мельчить чесночок не надо, вот так вот достаточно. Вот так.
Вот так. Чесночок в наше блюдо. И немножечко перемешаем. Все распределим ровно. Еще минутки 5 добавим морковку. Наша морковка готова. Давайте отправим ее тоже. Морковочку отправим, все. И распределим ее немножечко по всей поверхности. Смотрите, какое уже красочное блюдо у нас получается, ребят. А ведь мы начинаем употребление пищи не то, что у нас выделяется слюна раньше, а раньше то, что видит глаз. Ну и накроем мы опять на минут 10. Ребята, если вы обратили внимание, ничего здесь не жарилось, только чуть-чуть слегка прижарилось мясо. Теперь будем нарезать картошку, помидоры. Или лучше раньше нарежем картошку. Ребята, нарежем картошку, как вам удобно. Давайте мы ее так пополам. Если такая средняя картошечка, можно ее пополам. На 4 части, вернее. А для того, чтобы во время томления картошечка дала нам густоту нашего соуса, мы одну картошечку нарежем мелко. Там она будет развариваться, она будет давать густоту. И обязательно острый зеленый перчик, ребята. Обязательно. У нас еще остались помидорки шерри. Смотрите, такие красивые, желтенькие. Помидорка простая. И специи. Смотрите, какая красота. Ну, я думаю, сейчас время насыпать специи, ребят. Смотрите, какая-то красота. Шикарная. Тут у меня и паприка, и тмин, и хмели-сунели, и черный перец, и кориандр, ребят. И пусть это все тушится уже со специями. Видите, как все быстро. Загружается все быстро. Правда, томится немножко дольше. Но это стоит подождать, ребята. Вкус обалденный. Не все, конечно, знают. Я думаю, что все знают. Для того, чтобы быстрее растворился лук, нужно добавить щепотку соды. Немного, щепоточка, маленькая щепоточка на кончике ножа. Больше не надо. Друзья, вот на этом этапе можно чуть-чуть добавить соды. Прямо щепотку соды. Вот так. И у нас сейчас начнет входить в реакцию с луком. И мяско немножко размягчится. А соду вы не будете вообще ощущать в блюде. Вы будете только ощущать лучок, соус, великолепный соус лука. Эту воду мы не добавляем. Вот здесь будет все тушиться. Воды достаточно. Сами лук, мясо, морковка отдали свою жидкость. В этой же жидкости они будут тушиться. А сода сейчас сделает свою работу. Друзья, мы пока картошку будем перекладывать в другую чашу.
А здесь мы просто будем нарезать помидорчик. И можно на две части. Ребята, аромат будет обалденное блюдо. Пусть все ингредиенты между собой поженятся, познакомятся. Вы обалдеете от этого вкуса. Поэтому я всегда люблю мясо, чтобы было только томленое. Что бы это было, жаркое или мясо с картошкой, или супы, в супах тоже мясо должно томиться. Так оно отдает максимум вкуса. Не только мясо, и все продукты. Сейчас мы будем их забрасывать в наш казан. Вот так. И помидорочки пойдут. Вот. Смотри, какая-то красота. А? Смотри, какая-то красота, ребят. Какие цвета. А? Красота. Закроем, чтобы никто не сглазил. Ребята, у нас осталось только бросить картошку. А вместе с картошкой мы бросим вот такой вот шикарный перчик. Будет вкусно. Я вам видно, ребят, я воду не добавлял. Видите, сколько жидкости много у нас в нашем блюде. Это сок продуктов наших. Вот в этом соку все это будет тушиться. Видите, какая красота? Вот сейчас, ребята, мы еще бросим с вами веточку тимьяна. Даст очень хороший запах нашему блюду и аромат. Видите, сколько жидкости? Давайте немножко присолим. Вот так. Добавим сразу сахарочек. Вот так. Все вот это мы перемешаем. Вот так. И пусть себе, ребята, тушится. А еще я вам забыл сказать. У меня сейчас параллельно варится колбаса. И не просто колбаса, ребята. Это ветчина. Очень интересная. Там вместе с фаршем есть рубленое мясо говяжье и рубленое мясо курятины. Это все объединил, специи обалденные, не пропустите. Это видео выйдет после нашего блюда мяса с картошкой. Следите, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередные шикарные шедевры. Вкусно, попробовал. На соль класс, ребята. Все хватает, специи все хватает. Ну вот, ребят, пришло время картошки. Давайте мы все закинем и пусть она тушится.
Воду мы не добавляем и не будем добавлять. Вот так. И наш шедевр. Красота. Друзья, для того, чтобы сохранить влагу в нашем казане, кроме крышки, мы еще упакуем пекарскую бумагу. Вот так. И закроем. Ребята, у кого открытый огонь, смотрите осторожно, потому что она может загореться. У меня здесь электроплитка, нет открытого огня, и тем более у меня концы вверху. И большая посуда. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Вот так, ребята, это выглядит. Закрыто герметично. Вот так. Вся влага остается внутри. Сейчас мы сделаем меньше огонь, и будет томиться блюдо. Сколько будет томиться при приготовлении, я вам все расскажу. Делайте мой рецепт, ребята, подписывайтесь на канал. Блюдо получается очень вкусное. Не стыдно поставить на стол и накормить семью. Всем своим подписчикам большое, огромное спасибо. Ребята, я вас всех люблю. Спасибо вам. Друзья, а наш шедевр близится к завершению. Видите, вся жидкость осталась. Я ни капли воды не добавлял. Все это осталось. Сейчас мы слегка перемешаем все. И будем еще минут 40 на маленьком огне будем томить. Запах обалденный стоит, ребят. Друзья, наше блюдо готово. Давайте его присыпем зеленью и дадим резанный, тонко нарезанный красный лучок. И получим удовольствие от этого блюда. Нежная картошка и нежное мясо растворяются во рту. Запах обалденный. Аромат наших специй и аромат подливы. Получилось шикарное блюдо. Всем мира и добра!